Итак, всем привет! С вами Руслан, мастерская Two Wheels. Сегодня мы с вами находимся в городе Новосибирск на стандартной уже для меня месте тестирования своих мини-байков. 2 года назад здесь же в этих лесах я тестил Крекер, первую самую раму. Вот, мы находимся, кто с Новосибирска знает, возможно, мы находимся напротив района Весеннего, рядом с горнолыжной трассой. Вот у нас с той стороны. Здесь бор большой, леса и много накатанных тропинок, эндуристы, велосипедисты. Даже есть даунхильная трасса велосипедистов. Вот. Сегодня, правда, плюс 33 градуса, с меня просто бежит ручьем пот. Я пока сюда доехал, уже вспотел. Вот. Сейчас прокатимся, посмотрим, как работает подвесочка и так далее. Ну, конечно, очень жарко, мотор бедненький, надеюсь, вывезет такую жару. Потому что в плюс 33, конечно, тяжело не только технике, но и самому тоже нелегко. Вот. Это первое видео, по сути, про этот мини-байк. Имени еще не дал, думаю еще над этим. Но это совершенно новая компоновка. Характеристики можно будет снять потом отдельным видео. Ну, это с передней, задней маятниковой подвеской. Двигатель все тот же самый Lifan, 212 кубиков. Вот. Немножко доработанный, с карбюратором, с мотоциклетом, с выхлопом, и убран ограничитель оборотов. С передаточным числом под такие горки, конечно, немножко не подходит. Звезды такие стоят больше, что-то среднее для тяги, для максимальной скорости. Вот. Где-то на прямиках нормально на нем. Вот, можно даже по дороге прокатиться. Ну, посмотрим. Вариантов все равно нету. Вот. Сейчас прокатимся по тропинкам, посмотрим, как рулится, как едет. Вы посмотрите, собственно, для чего это все снимается. Мне и так все будет понятно. Вот. Посмотрим. Ну, а там уже выводы сделайте сами, что это и как, и так далее. Вот. Так что давайте прокатимся. Фу, жарища. Перчатки даже не одеваются. Руки сырые. Фу, ну ж пот капает. Так, ну что, поехали. Прокатимся. Жара от мотора, конечно, идет вообще. Здесь крыльчатка дует с левой стороны на ногу. Но... Ехать посвежее, конечно, поприятнее. База короткая. Конечно же, свежее. База короткая, да, он такой вертлявый. Но это присуще любым мини-байкам. Ну, кайфово, конечно. Грязь. Вниз мы не поедем. На обороты не выходит на рабочие. Медленно слишком. Вау, здесь как хорошо, а? Вообще.
грязь я не хочу. Погнали! Опять грязь, да что ж такое? Дождики тут хорошие были, конечно, недавно. Так, подъемчик. Чистая эндуровская трасса, блядь. Даже не знаю, куда еду, конечно. Блин, ну конечно, местным ребятам тут отлично, я думаю. Да, мы куда-то выехали. Куда непонятно. Ехать, конечно, покомфортнее, чем стоять. Стоять, конечно, прям вообще невыносимо жарко. Вообще отлично. Накатиком катимся. Так, это получается, я туда поехал, а поехали в обратку. Ну, на спуске вот тормозов задних хватает вообще. То есть вот блокируется колесо прям мгновенно. Там где-то был поворот налево, попробуем туда налево повернуть. Конечно, вот с карбюратором Микуни
Микуни, конечно, движку комфортно на оборотах. То есть на низких оборотах он прям, ну, даже не тянет как стандартный мотор. По таким горкам, наверное, даже на стандартном моторе полностью с родным карбом совсем, наверное, даже будет поинтереснее, потому что у него тяга, карбюратор маленький, дроссель, и тяга будет прям снизу хорошая. А этот вот снизу не едет, потом на оборотах только начинает разгоняться. Опять что-то тут. Вот он. Начинаешь разгоняться, уже интереснее становится. Такой прям спуск там, конечно. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Грязь мы не хотим. Вообще. Вариант только спускаться вниз, короче. Так. Только обороты его начинает подхватывать. Что там? GoPro снимает, надеюсь. Блять, эндуристы меня увидят, они, конечно, охуеют. Будут удивлены очень сильно, я думаю. А, кайф. Ну тут хоть попрохладнее, блядь. Что такое, блядь? Все траектории что-то завалили. Нормально. Нужно привыкнуть к короткой базе и к острой рулежке, что он юркий. В принципе, все. Так, ну мы едем вниз. Мы катимся вниз, вниз, вниз. Пожарчик, конечно. Деревьев нету, блядь.
Интересно было бы тут еще со стандартным мотором прокатиться. И звездочку поставить. На тягу. О, грязь. Грязь и лягушки, блядь. Не, мы поедем назад тогда. Мы же любим ездить назад по ходу. Нихуя. Погнали назад. Так, надо остановиться, перекурить моторчику, наверное. А то скорости нет, его толком не обдувает, конечно. А я откуда? Я оттуда приехал, да? Все, перекур. Фу, сцепление воняет. Сцепление, кстати, Полк стоит тут нашего российского производства. Компании Полк. Оно, конечно же, интереснее в плане надежности, вроде как обещают. Я первый раз на нем езжу. Но у нее колодки нормальные, с фрикционами. Ну, не как на китайских этих центробежках, просто металл об металл. Но звуки издает те же. Я думал, звуков будет меньше, но нифига не так. Ой, так, что у нас? Цепи 428. Передаточное соотношение у нас 11-17. Ой, я уже забыл. 11-17, по-моему, 11-41. Вот. Аморты задние Альфа-Дельта. Передние, я так понимаю, от какого-то квадроцикла детского. 260 миллиметров передние. Руль, как на крекере. Ну, сиденье, как на крекере. Не стал делать какое-то уникальное, потому что трубогиб. У меня радиус под 25-ю трубу 1, и подсидельная труба получается в плане ширины точно такая же, как на крекере, и мне проще в плане сидушки одни и те же использовать и там, и там. Тормоза, ну, гидравлика такая же, как на крекере, такой же длины. Рулевая колонка на подшипниках уже, на конусных, как на мотоцикле. Вот, то есть, конечно, руль, да, крутится гораздо легче. Ну, соответственно, не будет износа. Комаров, конечно, ужас. Хорошо, что я взял рафтимид, надо побрызгаться. Вот. Короче, очень жарко. Очень жарко. Чувствуется, что мотор, конечно, перегревается. Фух, и я тоже. Итак, сейчас мы с вами прокатились по данному лесочку, по тропиночкам. Если честно,
Миник еще может возить, но я не, с меня просто с меня бежит вот просто вот. Жара, конечно, невероятная. Вот. В общем, мы с вами прокатились. Я думаю, должно, в принципе, понятно быть, что подвеска работает, мотор едет. Единственное, говорю, вот прокатиться бы на стандартном моторе здесь же. Я думаю, тяги снизу было бы лучше. Потому что большой дроссер работает только на больших оборотах. Вот. Так что спасибо за просмотр. Пишите вопросы свои в комментариях, в группе ВКонтакте, везде, везде, где увидите это видео. Вот. Вопросов, я думаю, будет достаточно. Постараюсь на них все ответить. Вот. Ну, по заказу и так далее, пишите мне ВКонтакте. Вот. В общем, связь везде. На данный момент заказы я еще не принимаю. Сейчас приеду домой в Омск. Сниму чертежи все, отдам маятники на лазерную резку. То есть сейчас у меня все выполнено из трубы бесшовной холодной атомной, но будет все сделано аккуратненько из прям на лазерной резке вырезанные маятники. Будет все по-другому. Этот аппарат, наверное, останется мне покататься, потому что ну, кайфово получилось, прям прикольно. Вот. По габаритам он по длине остался такой же, как крекер, плюс-минус. Вот. Единственное, чуть-чуть повыше стал, потому что подвеска появилась. Ну и потяжелее, естественно, стал. Надо. Потом уже я взвешиваю его полноценно, уже сниму все габариты, размеры точные и напишу. В общем, всем пока, спасибо за просмотр, до скорых встреч.